Шановні, это, наверное, самое лучшее тесто, с которым я работал. Я вам рекомендую. Сделайте такое тесто, и вы не пожалеете. Шановні, доброго дня. Сегодня встал пораньше. Хочу вам предложить пирожочки, такие весенние. Но тесто необыкновенное, по японской технологии. Безумное тесто. Честно сказать, я его когда первый раз попробовал, я был без ума. Наверное, оно станет мое одно из любимых. Давайте покажу, что нам для этого понадобится. Так, шановні, смотрите. 300 мг молочка, соль, чайная ложка без горки, 8 грамм дрожжей, ванилин, одно яйцо и один белок. Второй желток оставляем для смазывания. 50 грамм сахара, мука 500 грамм. Что мы делаем в первую очередь? Выливаем вот такой, я не знаю, как это называется, сотейник, кто называет, кухарек, черпак. Я не знаю. Я знаю одно, что он у меня с 91-го года, ему 22 года. Это как раз ровесник нашей свадьбы. Нам дарили набор посуды, один он выжил. Так что ему 22, а нам с женой 44. Каких 44? 54. Ему 32, а нам 64. Потому что у мужиков год за 2 идет. Так, в общем, давайте приступим. 150 грамм молочка. Муки 2,5 ложки. И это надо все нам размесить, чтобы комочков не было. Размешали, разбили все комочки, чтобы все однородно было. И идем до плиты. Так, шановні, помешиваем, не останавливаемся. Огонь средний. Маленькая конфорка у меня, средний огонь. Нам нужно довести до закипания. И варить его 2,5 минуты. 2,5-3, не больше. Не останавливаемся. Все тщательно перемешиваем, чтобы нигде ничего не прихватилось. Вот, у меня уже начало густеть. Так что смотрите. Уже начало подкипать. Греется быстро. Я даже приподнял чуть-чуть, видите? Все на ваших глазах делаю. Все. Я отставляю. Где-то 2 минуты у меня ушло. Видите, вот такая фишка у нас получилась. Оно отстает, все. Все, перемешиваем его. И даем остыть. Смотрите. И накрываем в контакт пленкой. И даем полное остывание. Все, ждем. Так, тем временем молочко. Берем молочко, оно должно быть теплое. Градусов 30-35. Всыпаем дрожжи. И размешиваем.
чуть-чуть сахарку. И размешиваем. Все, и даем, накрываем и даем постоять минут 20. А тем временем занимаемся начинкой. Смотрите, я отварил рис в сыром виде 120 грамм. Вот у меня рис отваренный, подсоленный, все. Лука зеленого 100 грамм. Перья зеленые. И надо посекти мелко-мелко яйца. Сейчас я посеку и включусь. Вот и наши 4 яичка посекли. Добавляем сюда. И это все нам надо перемешать. Рис какой-то попался. Разварился вроде. Длинненький этот брал, хороший. А может я переварил, но ничего страшного. Это моя одна из самых любимых начинок. Все, начинка наша готова. Переходим до теста. Так, шановні, выливаем наши дрожжи. Вылаживаем яичко. Высыпаем хахаль. Все это надо перемешать. До однородности. Да, забыл ванилин. Ванилин сюда же. Все перемешали. Добавляем нашу заварку. И все надо это соединить, размешать до однородности. Чтобы не было ни одного комочка. Я сейчас перемешаю и включусь. Так, шановні, дивіться, вот я взбил. Видите, ни комочков, ничего нету. Дальше что делаем? Высыпаем соль в муку. И перемешиваем. Высыпаем муку в нашу жидкость и ставим на замес. Шановні, дивіться. Замешивали мы 5 минут. Да, кстати, если нету миксера, вручную минут 10 надо замешивать. Добавляем сюда растопленное сливочное масло. И продолжаем замес. Так, шановні, смазываем стол масличком. Сбрызгиваем. Смазываем наши руки. И достаем наше тесто.
Оно у нас слегка липнет, видите? Не то, что совсем, но липнет. Сейчас мы его чуть подмесим, еще уже вручную доведем, и все будет файно. Приятное такое тесто у нас выходит. Все, оно у нас перестало липнуть. Гляньте, какое тесточко. Просто шикардосное. Так, сбрызгиваем нашу мисочку, там где будет растаиваться. И ложим туда. Нам надо, чтобы оно подошло хорошо. Ставим на расстойку, накрываем и ставим на расстойку на час минимум. Теплое место. Все, сейчас подойдет, я включусь. Шановні, дивіться, як тістечко подошло. Ровно час пройшов. Вылаживаем его на стол. Как оно у нас подходит. Так, обминаем его чуть-чуть. Какое у нас тесточко. Какое оно приятное к рукам, шановні. Оно мягкое, как пух. Но оно к тому же не липнет. Так, нам надо тесто взвесить. Кило 30. Значит, делим по 80 грамм. Второй кусочек отлаживаем и накрываем полиэтиленчиком. А этот раскатываем так. И делим по 80 грамм. Все, сейчас я поделю и включусь. Так, шановні, покатали, чуть порезали и катаем шарики. Гляньте, какие колобочки получаются. Катаем в колобочки, накрываем и даем тесту отдохнуть. Ну, минут 5-10. Все, сейчас я покатаю. Да, колобочки накрываем. Тесто вообще нежное, мягенькое. Накрываем полиэтиленчиком. Я вам рекомендую это тесто. Вообще бесподобное. Это, наверное, будет самое любимое у меня такое это тесто. С ним, во-первых, что работать. А, да, забыл сказать. Смотрите, когда мы заварную муку выложили, она у меня была густая. Я взбивал руками, мне потом надоело. Это долгая процедура. Я взял миксер и взбил ручным миксером. Так дело у меня быстрее сделалось. Все, сейчас я покатаю и включусь. И еще одно. Я забыл сливочное масло в ингредиентах указать. Я его ложил в тесто, ну вы видели. А указать забыл. Так что все точные продукты будут ниже видео в описании. Так, шановні, збризгуємо нашу робочу поверхність масличком.
Слегка так, чтобы работать было, чтобы легче. И начинаем. Вот который первый делали, вот ложим его. Берем начинку и раздавливаем. Я вручную, я не буду раскатывать, я вручную. Вот так сейчас растяну. Кругленькую такую формочку. И налаживаю сюда наши начиночки. Где-то 1,5 ложечки. И начинаем залеплять. Вот такие вот пельмеши. Переворачиваем и слегка придавливаем. И вылаживаем на лист. Вот, положили, накрыли полиэтиленчиком и лепим дальше. Все, я сейчас полеплю и все скажу, покажу. Шановні, решил вам показать еще одну лепку. Треугольные пирожочки. Вон, дивіться. Вот так хорошую ложечку берем. И еще чуть-чуть. Теперь слепляем вот так вот до середины. Потом вот эту середину берем сюда. И вот так. Вот так вот, чтобы удобнее было. Подвернули, перевернули и приплюснули. И все, и ложим на противень. Так, шановні, полепили пирожочки и ставим минут на 20, пускай расстоятся. Все, пройдет 20 минут, включусь. Так, шановні, смотрите, прошло 20 минут, наши пирожочки подошли. Берем желток. Я вам сейчас расскажу, как их делать, чтобы они были глянцевые. Видите, как желток стекает? Здесь 1 желток и 3 ложки чайной воды. Видите, как стекает? Чуть поменьше желток, значит 2,5 ложки чайные. И смазываем. Помазали. И даем нашему глянцу яичко чуть-чуть подсохнуть. Минут на 10. А тем временем включаем духовку на 180 градусов и выпекаем 20-25 минут. Посмотрим, как зарумянились на ваш глаз. Все, значит, вытягиваем. Ждем 5-7 минут. Шановні, прошло 5 минут. Ставим в духовку. Духовочка наша разогрелась. 180 градусов. Выпекается 20-25 минут. Следим за корочкой. Как подрумянилась, вытягиваем. Ждем. Шановні, ну дивіться. Вот такая краса у нас получилась. Хочу вам показать. Смотрите,
русские пирожочки. А? Гляньте. Песня. Песня. Давайте. Бачите? Это просто бомба. Это просто бомба. Вот вот такой треугольничек, а? Гляньте. Все прожаренное. Просто шикардосное. И вообще я с этим тестом работал, я вам скажу. Это, наверное, самое лучшее тесто, с которым я работал. Давайте скуштуем. Начинку любую, хоть повидло, хоть что. Шикарное тесто. Я говорю, очень прекраснейшее тесто. Не буду занимать ваше драгоценное. Жмякаем на колокольчик. Подписываемся. Ставим лайки. Какая с ним сейчас?